Итак, еще раз добрый день. Начинаем сегодняшний вебинар как продолжение той темы, которую мы уже... Как активно пользоваться структурами, тут появился вопрос. Ну, есть вот различные практики, различные упражнения, которые позволяют повысить эффективность работы этих структур, налаживать жизнь вместе с ними, настраиваться на них, потому что это фактически на самом деле такой инструмент. Он может пассивно использоваться, да, поносил в кармане, водичку там себе сделал, попил. Но можно активно это применять как систему настройки. Ну, у нас есть еще такая система, которую мы организовали сейчас, система Bionet. Это значит, что вот эти вертикальные связи с миром структур, мы его называем биоинтернетом всемирным, то есть их можно активировать. Активировать с тем, чтобы вот та информация, которая к нам оттуда идет, мы могли ее воспринимать легко и непринужденно, да, через наше, опять же, там, световое тело и так далее. Сейчас у нас появилась технология, когда мы можем транслировать эти структуры на человека по его идентификатору. Поэтому те, кто присоединяется, например, к этой системе Бионета, то он получает возможность обеспечить себе эту связь с этим миром структур. Что еще там можно сделать? Ну, сейчас вот нам Алла ссылочку в чате выставит, по которой можно зайти и присоединиться. Вот это, если вы присоединитесь сюда, то это, ну, для тех, кто еще не присоединился. То есть это для тех, кто у нас вот присоединился из Риги здесь сегодня. Вот. А так многие уже имеют свою собственную ссылочку, которой могут воспользоваться и разослать своим друзьям и знакомым. Что мы можем сделать, когда мы заходим, вот, регистрируемся. Да? Кроме этого, мы можем еще подключить к этим структурам свой телефон, чтобы уменьшить влияние различных помех на нас со стороны телефона. Что это значит? Что человек как структура, да, то есть он как сложная система взаимодействует с какими-то другими сложными системами, у которых свои структуры есть. И поэтому задача вот светлиц, как устройств, которые соединяют нас с миром структур, они помогают нам согласовывать вот эти структуры. Вот человек и телефон, например, да, то есть как на структурном уровне их соединить. Оказалось, что если мы соединяем людей, например, с телефоном на структурном уровне, то телефоны начинают лучше работать. Почему? А количество помех уменьшается и для телефона тоже. И связь налаживается. А это приводит к тому, что телефонам меньше надо излучать, чтобы связываться с базовой станцией. У нас есть такие акты испытания, где видно, что количество излучения от телефона за счет улучшения качества связи уменьшается где-то процентов на 40 от применения вот наших структур. Или вот человек и автомобиль. Да, то есть это другая система. Она тоже имеет какие-то структурные связи. Если человек едет и напрягается, да, то есть у него слабое внимание, он не может адекватно реагировать, делает какие-то ошибки, попадает в какие-то неприятные ситуации, нарушает правила там, и так далее. То есть представляет собой потенциальную опасность на дороге. Поэтому согласование, например, структуры человека со структурой автомобиля создает условия для того, чтобы человек тоже мог расслабиться, снять вот это напряжение. Но от этого, на самом деле, улучшаются характеристики автомобиля тоже. То есть повышается безопасность, естественно, да, то есть человек меньше попадает куда-то в какие-то неприятные ситуации, причем существенно, где-то ущерб от этих вот аварий снижается где-то процентов на 50. Кроме этого, еще что? Выхлопы автомобиля становятся меньше. Есть такие исследования, мы проводили. СО2H, например, там у нас в 10-15 раз снижалось еще на машинах, которые были без катализаторов. Топливо экономится. Почему? А топливо начинает более полно сгорать. Меньше всякого гадости выбрасывается в атмосферу. Действие светлиц, оно такое многогранное. Нельзя свести к какому-то вот определенному типу отношений. Поэтому приходится делать разные изделия. Для одних целей одно изделие, для других другое, для третьих третье. И вот этот главный принцип уменьшения влияния помех на структурном уровне на человека, он реализуется во всех светлицах. Одни светлицы помогают там, увеличить поток благ, которые идут к человеку, потому что согласуют его со структурами времени жизни. Потому что на то, чтобы что-то заработать, чтобы что-то принять к себе, да, мы тратим собственное время жизни. И вот согласование вот с самими собой, да, то есть как согласовать систему человека вот с такими вот странными вещами, да, то есть что это за структура времени жизни, где она, как ее увидеть, как с ней мы взаимодействуем. Но ведь мы же живем,
У каждого есть это понятие, да, каждый живой, значит, время жизни у нас есть. На что мы его тратим? На правильные дела, то есть у нас все легко получается непринужденно, или мы мучаемся, стараемся, что-то вот это все, но никак, и вот жизнь такая получается тяжелая, или, как говорят, беспросветная. Так вот, чтобы жизнь перестала быть беспросветной, ее надо что? Осветлить. Для этого и нужны светлицы, чтобы света стало больше, чтобы разные светы у нас тоже, видите, у нас сколько свет. Одна, две, да, вот даже в такой маленькой компании мы видим 2 светы у нас есть. Поэтому, чтобы вот у человека появилась возможность просветляться, да, то есть проясняться и прочие вещи, да, то есть озаряться, чтобы он стал, к нему можно было такой термин применить, да, ваша светлость. Вот если это ваша светлость, значит что? Этот человек благородный, значит, он ведет себя по-благородному, значит, он не допускает то, что позволяет, например, себе неблагородный человек. Тоже можно говорить про просветленных людей, да, которые вдруг вот что-то поняли в этой жизни и тоже себя ведут по-другому. Поэтому применение светлиц приводит к тому, что люди начинают жить по-другому. Начинают приносить пользу не только себе, но и другим, да, то есть он становится друг им. Что надо будет делать с этой ссылочкой? Надо будет ее сейчас скачать себе, да, скопировать эту ссылочку, потом вы по ней зайдете, зарегистрируетесь, и там увидите, что можно подключиться, присоединить себя к вот к этим вот структурам Бионета. Но там же можно будет и скачать структуру антивирусную, в которой соединены в себе и релакс, и целитель вместе. Это временный файл, который вы можете сейчас воспользоваться. Что надо будет с ним сделать? Эту картинку надо будет скачать, распечатать и ее использовать для вот, улучшения своего иммунитета. Можно просто на себе одну поносить, своим друзьям дать, членам семьи, если они, конечно, возражать не будут. Не все, конечно, это понимают, что это им надо. Но тем не менее, да, то есть что может помочь им. Если они даже не хотят, у вас там в доме где-то есть питьевая вода, но вы туда эту картиночку заламинируйте, подложите, и водичка будет тоже хорошая, она будет структурироваться, люди будут пить эту воду, и это вам тоже будет только хорошо, только польза. И вы даже можете это увидеть, что вкус воды изменится, он станет лучше, она будет более приятной, как говорят, органолептические свойства ее тоже станут лучше. Кроме этого, там можно еще вот по этой ссылке, когда вы зарегистрируетесь, можно будет подключить к такой структуре, которая называется «Потенциал любви», какой-нибудь свой аккаунт в соцсети, например, да, то есть, или сайт какой-нибудь, ну, страничку сайта, потому что мы весь сайт не можем, то есть там надо на каждый URL-адрес вешать эту структуру. Но для начала можно взять и вот этот свой URL-адрес главной страницы своего сайта, например, соединить. Да, и уже вы увидите, что интерес к вашему сайту будет немножко другой, чем тот, который был до этого. У людей, которые будут ходить на ваш сайт или обращаться к вашему аккаунту, у них любви станет немного больше в их жизни. Это значит, станет у них больше света, да, то есть любовь – это свет, и они тоже могут стать просветленными.